Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня на видеоуроке мы сделаем панно для детской комнаты. Панно с маленьким секретом. Что нам понадобится сегодня? Деревянная заготовка, декупажные карты, грунты, краски меловые. Все, полный перечень всех материалов, как всегда, ниже под видео. На первом этапе, как обычно, на деревянную основу мы должны нанести грунт. У меня вот такая заготовочка. Опять-таки обращаю ваше внимание, я давно заказываю у одного производителя все деревянные заготовки. Они меня никогда не подводили, всегда очень хорошего качества, по приятной цене, что немаловажно. Всегда очень внимательное отношение у них к покупателям, к просьбам, поэтому я выражаю благодарность им за то, что они относятся к своей работе с таким вниманием и такого прекрасного качества делают для нас с вами заготовки. Если вам интересно, где я их приобретаю, также ищите информацию с ссылкой на производителя ниже под видео. Так, сейчас мы будем наносить грунт. Берем кисточку. Кисточка в воде. Помните, да, все любят влагу кисточки. Обязательно их в водичку перед началом работы. Обычный грунт по дереву. И наносим. После того, как нанесен грунт, необходимо хорошо высушить. После того, как грунт высох на поверхности, необходимо пройтись мелконаждачной или средней зернистости наждачной бумагой. Все, сейчас очищу от пыли. И далее будем клеить декупажную карту. Ну что, заготовка полностью сейчас готова к дальнейшим работам. Будем клеить декупажную карту. Я выбрала морскую тему, такую интересную. Вы можете вместе с ребенком выбрать ту картинку, которая ему больше понравится или ей. Выбор достаточно большой, поэтому, пожалуйста, никто вас не ограничивает. Все как обычно. Карту мы увлажняем. Наносим клей для декупажа. Убираем лишнюю жидкость. И клеим. Файлик нам в помощь. И плоским инструментом убираем и лишний клей, и выгоняем воздух из-под бумаги. От середины к краям, хорошенько, не стесняясь. И сверху еще раз проклеим. Так, всю лишнюю бумагу по бокам уберем с помощью наждачной бумаги. Это лучше делать, пока карта еще полностью не высохла на поверхности.
Так, лишнюю бумагу убрали, пыль убрали, и сейчас карта высохла, и сейчас покрываем лаком. Обязательно не забывайте, картинку необходимо защитить, поэтому лак обязательно. Сушим. Итак, сейчас приступаем к окрашиванию поверхности. Я буду использовать сегодня меловые краски, буду использовать 2 цветов. Я обе стороны, как вы понимаете, покрыла грунтом, да? И вы можете обратную сторону проработать, задекорировать так, как мы делали в видеоуроке предыдущем, где мы делали круглую подставку под горячее или под подачу, ну, такое блюдо, да, деревянную. Это меловые краски, это морилки из меловых красок. Или вернуться к видеоуроку, где мы делали лукошко деревянное. Там тоже мы использовали морилки из меловых красок. Вы решайте для себя. На данном видеоуроке я буду покрывать полностью краской. Значит, меловые краски перед работой обязательно не забывайте взбалтывать, хорошо размешивать. Они очень это любят. Обязательно влажная кисточка. Они тоже любят влагу, они не любят эту густоту. Даже в некоторых случаях можно слегка увлажнять поверхность. Тогда краска ложится ровнее, легче и приятнее работать. Приступаем. Сейчас необходимо хорошо просушить. Сейчас я буду покрывать вторым слоем краски такого же цвета. Прежде чем покрою, я немного увлажню поверхность. Итак, красный цвет у нас высох на поверхности. Сейчас я возьму синий оттенок, красивый такой глубокий, и буду наносить его, но не полностью, сейчас увидите, а вот слегка такой полусухой кистью. Боковинки поплотнее закрою. Смотрите, я немножко захожу на картинку, совсем слегка, вот еле-еле касаясь. И полусухой кисточкой, вот такими движениями совсем. И здесь также. Вот чем хороши меловые краски, еще одно из их преимуществ лично для меня, что вот они позволяют делать такие разные. Вот с акрилом сложнее это все, а меловые прям очень податливы в этом смысле, и различного рода потертости, состаривание очень удобно с ними делать. Так, сейчас хорошо просушим. Так, обе краски, красная и синяя, на поверхности высохли.
И сейчас мы возьмем белую краску, кисть синтетическую с длинным ворсом и сделаем эффект немножко такой смытой, размытой краски. И тем самым еще и освежим, да, чтобы не такой темный был эффект, а немного белый добавит такой легкости и сияния. Вот немножко краску и вот такими движениями. Все, сейчас хорошо все высушим и покроем полностью лаком. Так, лак хорошо высох, и сейчас приступаем к украшению поверхности. Вот у меня есть такой жгутик, он в середине проволочка, не знаю. Можно прорезиненный, если у вас есть, ну какой угодно. Главное, чтобы вам было удобно с ним работать, и он как-то подходил по стилю к вашей картинке. Беру суперклей. Кристалл я использую. Сейчас, чтобы это лучше прижать, я сразу ракушку. Ракушка, натуральная ракушка. Собрана. У моря. Я думаю, у каждого дома есть ракушки, камушки, которые мы привозим с отдыха. Но если у вас вдруг нет, может быть, вы найдете в магазинах для декора. Скорее всего, они должны быть в продаже. Или, может быть, у вас есть молот силиконовый с ракушками, там, с морскими звездами. Ну, пожалуйста, вы можете сделать таким образом. Конечно, лучше, если вы найдете натуральный или у вас есть дома. Они совсем по-другому смотрятся. Тем более, если для детской комнаты всегда хочется какие-то натуральные, да, использовать в декоре вещи. Сегодня с помощью меловых красок мы состарили деревянную поверхность, да, сделали такую интересную, как бы эффект размытых красок. Очень хорошо в этом смысле работают меловые краски, но точно такую же технику совершенно спокойно вы можете использовать с помощью акриловых красок. Немножечко по-другому будет это все выглядеть, немножко по-другому работать, но принцип один и тот же, вполне рабочий вариант и акрилом, и мелом. Пожалуйста, как вам удобнее. В результате, опять-таки, да, повторюсь, получили замечательное красивое панно для детской. Можно не для детской, можно подобрать другую картинку и сделать для взрослой комнаты или для своей спальни. Опять-таки, простор для вашего воображения и для вашего желания. И хочу вам напомнить, не забывайте подписываться на наш канал, это помогает развиваться мне и моему каналу «Колыбель искусства». Оставляйте свои лайки, комментарии, предложения, пишите, как вам такая идея для творчества, как вам такое воплощение дизайнерских, творческих идей. Я с удовольствием все прочитаю, на все отвечу. До новых встреч, всего вам доброго и давайте творить вместе.